Очень важная тема, что в игре проявляются ярко чувства. Первое, что это страхи. Насколько они реальны у человека в жизни, так же, как и в игре. А теперь к лайфхакам. Самое первое и самое важное. Там точно мой ресурс. Приветствую, моя женщина. Привет, моя дорогая. Сегодня у нас с тобой очень важная тема. Мы затрагивали с тобой в прошлый раз при разговоре о том, что в игре проявляются ярко чувства, которые сопутствуют человеку в принципе по жизни. Они выходят в игре, их очень легко подсветить, потому что все играет. И вот одна из этих тем мы с тобой затронули, проговорили, что первое, что тормозит людей достичь своей цели, как в игре, так и в жизни, это страхи. И была у нас такая фраза, что страхи рождаются в детстве. Сегодня я хочу поговорить с тобой именно на эту тему. Я хочу обсудить, какие бывают виды страхов, почему и каким образом они проявляются, насколько они реальны у человека в жизни, так же, как и в игре. Так как ты специалист в этом деле, я хочу попросить тебя, чтобы ты рассказала, как можно с ними работать, как можно их побороть. Возможно, у тебя есть какие-то свои интересные уловки, лайфхаки. Поэтому буду очень рада поговорить с тобой на эту тему. Лайфхаки, конечно, есть, мы ими поделимся чуть позже. Вот я начну отвечать с твоего первого вопроса. Что вообще, что такое страх, как они рождаются и какие они могут быть? Каждый из нас от рождения проходит свой опыт, свой жизненный опыт. И начиная от того, что младенец, страх рождается, когда мама не приходит, это страх остаться одному. Когда остается один, он может быть ненакормленным, а это уже угроза жизни. Вот. И эти страхи, это младенческий возраст, потом дальше идет страх при социализации, когда ребенок начинает уже общаться со своими сверстниками, это и садики, и школа, насколько он может быть принятый взрослыми фигурами, воспитательницы в детском саду, учителя. Вот. Это уже социальные страхи, когда или принимают, или не принимают, или отвергают, или гнобят, или еще что-то, знаешь. Тут уже рождаются страхи от одиночества, страх быть невостребованным, страх быть не таким, как все. Вот. И дальше по жизни эти страхи накапливаются. Это социальные страхи, а есть страхи еще интроективные. Когда, допустим, мама говорит: ой, слушай, не иди туда, потому что там водичка грязная, будешь пить водичку из лужи, козленочком станешь, да? Это я утрирую, конечно, но тем не менее, когда родители свои какие-то проекции навешивают на ребенка и свои какие-то страхи вот просто полным грузом на ребенка кидают. И тогда ребенку тяжело в жизни, он просто принимает их как свои. Мы уже говорили с тобой, что критическое мышление у ребенка проявляется с 7 лет. То есть до 7 лет ребенок все воспринимает за чистую монету. И вот то, что у него есть, оно все хорошо откладывается в его поле, в его пространстве, и с этим он идет дальше. Это не что иное, как защитные механизмы. Он учится с этим жить. Он учится. Это не хорошо, не плохо. Эти защитные механизмы, они позволяют чувствовать ребенка в своей среде более уверенным. Я так выжил, значит, я несу это дальше. 1-2 раза это повторилось, дальше это уже неотъемлемая часть самого человека. Как эти страхи влияют в жизни? Давай сразу о жизни говорить, а потом дальше переходить к игре. Конечно. В жизни человек боится сделать шаг. Допустим, какой-то страх того, что быть непринятым, освистают или еще. Это страх публичных выступлений, страх предъявления. Что нам надо в жизни? Каждый человек — это существо социальное, и нам надо общаться с людьми. И если мы к людям не идем, то мы одиночимся, и мы остаемся в своей ракушке. Интересно бывает, что человек боится остаться один, и при этом не выходит к людям через этот страх, то есть он себя уже одиночит заблаговременно, и не знаю, примут его или не примут. Видишь, какая связка такая интересная? Да. Вот. И тогда уже эти страхи, они, оно не хорошо, не плохо, оно это есть. Каким-то образом оно уже есть в подсознании. Это уже та конструкция, которая есть у человека в голове. Вот, ментальная конструкция. Когда мы играем, проявляются какие-то, надо сделать шаг навстречу, допустим, коммуникация с людьми, неуверенность в себе, страх быть отвергнутым, страх того, что обманут.
да, как я могу вложить свои деньги, те кровные несчастные копеечки, чтобы вот сотрудничество с кем-то. А вдруг что-то не так, а вдруг мне не доплатят, а вдруг я там прогорю или что-то еще. Страх остаться ни с чем, понимаешь? И вот это вот останавливает человека от того, чтобы рисковать и пытаться как-то идти дальше. А теперь мы переходим к лайфхакам. Первое, что надо знать в борьбе со страхами, да, вообще даже не в борьбе со страхами, а как жить и что делать, когда у вас есть страх. Самое первое и самое важное – это определить, что это, да, мой страх. Я боюсь там сделать шаг навстречу. Это признать, да. И потом дальше, ты знаешь, вот игра, чем мне нравится в игре со страхами, вот как признает человек, что этот страх есть, уже дальше включается саморегуляция человека. Я очень верю, это вообще прям святое, саморегуляция каждого из нас. Мы же как-то дожили до своих лет, как-то выживали при всем, что вокруг нас происходило. И когда уже человек признает, что да, этот страх у меня есть, дальше в подобных ситуациях он уже будет останавливаться и уже думать: о, так я уже это делал. Этот страх меня в подобных ситуациях уже останавливал. А как я могу сделать по-другому? И действительно ли это страшно? И, как правило, знаешь, как страхами можно называть все, что угодно. Но мне больше нравится классификация, когда идет речь о том, что страхи – это конкретно то, что угрожает либо здоровью, либо жизни, а все остальное – это тревога. Это и тревожное состояние, это тревога перед тем, что неизвестности. В первую очередь это неизвестность. Да? И на самом деле, когда уже идут вопросы, а действительно я этого боюсь, и действительно ли там страшно, дальше уже идет понимание, что это всего лишь иллюзия. Мы боимся иллюзии своих мыслей. То есть мы себя загоняем в какие-то лабиринты, из которых нам сложно выйти. Мне кажется, что вот страх, тревога, они, в принципе, такие достаточно связаны, идут прям рука об руку по жизни у людей. И я также хотела сказать по поводу того, что ты сказала лайфхак первый, максимально мне это откликается, потому что даже на своем личном примере, вот жизненном пути, я заметила, что первое, от чего очень легчает, это, назовем, честность с самим собой, когда ты сидишься где-нибудь, неважно, где тебе удобно, и ты просто в голове говоришь себе: да, я капец как сильно боюсь, и я не знаю, что будет дальше. Но вот после того, как ты признался, какой-то огромный пласт с тебя уходит. Страх как бы полностью не исчезает. Понятно, что он появлялся не по щелчку зачастую, да, и по щелчку сложно его искоренить. Когда человек признает, что да, у меня это есть, он попадает в свою реальность, что да, со мной такое происходит. И это уже дает фундамент для того, чтобы встать, опереться и понимать, что дальше делать, куда идти дальше. И тут уже появляется целое пространство разных путей, куда я могу двигаться дальше. Это уже дает энергию к движению. Расскажи свое отношение к страху, вообще, насколько тебе интересно работать с этим запросом, потому что я знаю по себе, что так как в игре у нас у многих это подсветилось, то мы далее с тобой сотрудничали именно на тему психотерапии. И расскажи свое отношение к страхам. Я очень люблю свои страхи. Но я тебе расскажу сейчас, о чем идет речь. Давно, уже очень много времени прошло, когда я осознала, что это не страхи. Это как-то спонтанно у меня получилось. Мне было просто интересно, знаешь, неужели то, что мне вкладывали в голову, что там страшно, я делала шаг, и я понимала, что нет, это не страшно, это наоборот мое расширение, это уход от этих ограничений. Вот. Поэтому сейчас, где я немножечко только слышу запах, даже намек на какой-то страх или на какое-то переживание, и я точно понимаю, что это не навредит жизни и моему здоровью,
я туда просто иду. Это, знаешь, это для меня как магнит какой-то. Я понимаю, что там точно мой ресурс. Там точно мой ресурс. Когда мы их проходим, вот не люблю слово «бороться», когда мы их проходим, мы точно обретаем свою свободу. У меня есть еще одно условие для того, чтобы вот идти в страхе и не бояться туда идти. Должен быть кто-то рядом. У детей это родитель. Это с детства еще тянется. Когда есть здоровая привязанность с родителями, мы идем, и такое ощущение, что рядом с нами точно есть наша защита. Да? Когда есть эта уверенность и защита, тогда никакие страхи, они просто растворяются. Я хотела у тебя спросить о том, насколько верно утверждение: для того, чтобы побороть страх, в него нужно пойти. Я вообще не люблю слово «бороть». Борьба – это что-то такое, знаешь, с чрезмерными усилиями, с какими-то... Я думаю, что в страх можно идти с интересом, чтобы это было не борьба, сопротивление, а интерес и какое-то любопытство. А что будет дальше? Давай возьмем на примере. У меня страх публичных выступлений, да, вот, и мне необходимо выйти на сцену. Мне интересно выйти очень, но у меня просто голосовые связки отказываются работать, мой мозг отключается, все, что я там хотела сказать, примерно планировала. Буквально недавно был такой опыт, когда нужно было выйти, представиться перед неизвестными людьми, группой людей, рассказать о себе. Я вышла, и я забыла все, что я хотела сказать. То есть я-то в страх пошла, но реализоваться в нем, проявиться, мне было очень сложно. И когда я села, я почувствовала прям прилив жара, что я сказала совсем не то, что я выглядела глупо. И вот я как бы в страх пошла, но мне легче от этого не сильно стало. Он у меня по-прежнему остался. Ну смотри, навскидку я тебе не могу только пару фраз буквально сказать, потому что это работа, и если исследовать свой страх и понимать, откуда он взялся, то это надо поднимать много чего, да, можно копать и копать и копать. С другой стороны, смотри, что произошло. Ты пошла туда. Что ты чувствовала после? Ты уже сказала, что у тебя был жар, ты считала, что ты как-то не так выглядела, что-то не то сказала и совсем не то, что произошло. Но ты пошла. Понимаешь? Как дать себе позволение выглядеть глупо, не глупо, это ж ты считаешь, что глупо. А на самом-то деле ты, может быть, даже очень достойно выступила. Понимаешь? Если ты хочешь выходить в люди и что-то говорить тебе надо, то хотя бы для начала ты пропиши, что ты хочешь сказать и насколько важно тебе это сказать. А дальше, конечно, мы можем переживать, как-то повышается тревога, там, что я делаю с этой тревогой. Но здесь одна вот такая вот как ловушка есть, да. Если переживать и в голове у себя эту ментальную жвачку постоянно прокручивать, можно довести себя до стрессов, до панических атак, загнать себя в депрессию. И дальше эти состояния могут усугубиться и расстройствами, и там дальше психика может просто не выдерживать. Это уже человек сам себя туда загоняет. Есть несколько пунктов, которые мне не нравятся в борьбе со страхом. Будем уже здесь борьбу называть борьбой, да? Хорошо. Смотри, даже на твоем примере, первый пункт, мы уже говорили, найти свой страх, что он в тебе действительно есть, проанализировать его, позадавать вопросы. Можно так со стороны, знаешь, посмотреть на него туда-сюда. Второй пункт – прописать, какие плюсы от этого страха, от чего он тебя оберегает, и какие минусы, что ты при этом теряешь. Ты же понимаешь, что уже дальше человек сам, увидя это на бумаге, сам сориентируется, что делать дальше. Потом дальше. Узнать побольше о своих страхах, о природе своего страха. Что происходит, как оно бывает, что есть вообще это. Знаешь, допустим, если человек боится полетов, боится самолетов, боится летать самолетами. Во-первых,
Ну, очевидно, что он себе сразу ограничивает удовольствие побывать в других странах, да? Что с этим надо делать? Мы уже определили, что, да, человека это действительно не пускает куда-то. Посмотреть хотя бы вот эти вот, как устроен самолет, что в нем происходит, какая безопасность, посмотреть статистику. Если надо, даже подойти там к аэропорту какому-то и посмотреть, как самолеты садятся, как они поднимаются, что происходит вообще, увидеть, как оно в жизни все это идет. Потом дальше, следующий пунктик. Может быть, даже и прописать четкий план действия, что я буду делать, что мне нужно сделать в этом. Допустим, если брать твое выступление, ты четко прописала, что ты хочешь сказать, что ты хочешь донести людям, какую информацию я хочу донести, что мне это даст. И второе, выходя, ты можешь до того, как выйти, прям визуализировать себе, что вот ты идешь, поднимаешься по ступенькам на сцену, становишься перед людьми, не сразу начинаешь трещать там что-то, да, вдохнула, выдохнула, и дальше уже несешь людям доносишь людям эту информацию. Если уже тревога поднимается на достаточно высокий уровень, мне нравятся дыхательные упражнения в борьбе со стрессом и с тревогой, как совладать это все. Надо дышать квадратным дыханием. На 4 счета вдох, на 4 счета задержала дыхание, на 4 счета выдох, и опять задержала дыхание на 4 счета. Это позволяет психике как-то успокоиться и сконцентрироваться на себе. Если совсем уже тебя прямо выбивает этот стресс, то постарайся понять, что ты стоишь на земле, прям почувствовать даже свои ноги. Вот ты устойчиво чувствуешь, что ты стоишь, у тебя есть фундамент. Дальше найти 5 предметов вокруг тебя, которые точно есть. То есть зафиксировать, вот есть стол, есть часы, там еще что-то. Или там, если это в твоей ситуации вот на сцене, на одного человека посмотри, а второго шторки, там еще что-то, что еще есть в зале. Ага, ты уже как бы адаптируешься. И дальше понимать, что ты есть, опять это дыхание, визуальная адаптация, что ты уже находишься в этом пространстве, ты не где-то в подвешенном, не где-то летаешь. Вот. Ну и естественно, что еще один пункт – это повышать свою самодостаточность и самооценку. По статистике, люди, у которых высокая самооценка, они меньше подвержены этим тревогам, стрессам, и они просто идут в свой страх и делают свою жизнь. И вообще я считаю, что позитивное отношение к жизни, иногда с юмором, иногда с легкостью, оно дает возможность жить свободно и дышать полной грудью. И тогда твои страхи, с матюком. Ай, это все наше тоже. Но это не злость, это злость, ты знаешь, когда высказался, и тогда ты уже свободен. Иногда и матюки, между прочим, они тоже дают какую-то защиту и уверенность. Жизненным опытом оно уже подтверждено, что да, если... Ну, это же проявление агрессии. Это прямое проявление агрессии, которое потом не сворачивается и не ведет дальше к пассивному ее проявлению. Так что ну, я да, только за однозначно. И психосоматика может быть, это если аутоагрессия, да, а может быть пассивная агрессия, когда она в чем-то все равно проявляется. Я думаю, что это большая тема обширная, мы можем ее на следующий раз рассмотреть. Как раз плюсы и минусы, что в этой агрессии, в чем она хороша, и что таит в себе пассивная агрессия. Да, ты помнишь, я тебе говорила, напоминала, что когда мы играли, было у некоторых из нас проявление агрессии, когда сломался карандаш, просто вот, когда уже эмоции перешли на физику. И да, это очень классно рассмотреть и интересно послушать, какие бывают, возможно, у тебя есть в запасе истории, очень яркие проявления агрессии. Ты выделила 4 момента важных, то есть правильно ли я понимаю, что их можно применять при любых видах, когда у тебя поднимается какая-то тревога, и она переходит в паническую атаку? Я тебе даже больше скажу, это и при панической атаке то же самое. Важно понять, что я здесь, я нахожусь здесь. Понимаешь, я есть в реальности, вот связь с реальностью. Нахожусь
на земле, у меня есть фундамент, я не подвешен, я не болтаюсь где-то непонятно где, а я точно вот нахожусь здесь. И мое дыхание через тело, через какие-то упражнения, через, ну там, я не знаю, йога, медитация, оно все позволяет вот ощущать себя в реальности. Потому что такое паническая атака? Это когда я не понимаю, что со мной происходит, у меня круговороты в голове и боится потеряться. Да. Этим и классно, что мы можем вот в контексте игры рассмотреть все чувства, чтобы дать понять, что эта игра, она действительно поднимает просто в человеке все. Вот все, что у него лежит. Плюс, минус, абсолютно неважно, просто все, что в нем есть, она вот так расставляет перед тобой как карты, и ты можешь их переворачивать, смотреть и рассматривать. И это очень классно, что есть такой инструмент, и есть ты, которая поможет, укажет, и если необходимо дальше, проведет за руку сквозь эти мостики, через которые ты проложишь прекрасную дорогу к себе. И я бы сказала, не укажет, а подсветит. Потому что это все достаточно мягко, это каждый человек. Понимаешь, как люди же, если они не хотят этого слышать, я точно не буду указывать и точно не буду им рассказывать, что а вот видишь, а вот это, ты живешь, тебя так устраивает, боже, как хорошо, вообще просто живи дальше. Это твоя жизнь, ты сам выбираешь свою жизнь. И что мне делать? Или идти дальше по каким-то вот ступенечкам, да, каждый наш страх, он ведет нас на ступеньку выше. Знаешь, как пробираемся и пробираемся. Вокруг нас может происходить очень много ситуаций. Другой вопрос, что мы впускаем в свое пространство, а что нет. Спасибо большое. Благодарю.